Привет всем любителям путешествий! Всем привет! Мы в Южной Корее, на острове Чеджу. И сегодня мы отправляемся в один из самых больших океанариумов Азии. Мы находимся в океанариуме Аквапен. На кассе билеты стоят 42 600 вон. Если вы хотите узнать, как сэкономить и купить билеты в 2 раза дешевле, то смотрите этот видеоролик до самого конца. При входе нам дали программу. Здесь указаны различные шоу со временем. Поэтому решили сначала посмотреть их, а потом уже погулять по самому океанариуму. Чтобы все успеть увидеть. Сейчас мы пришли к главному бассейну и будем смотреть первое шоу со скатами. Заключалась в том, чтобы накормить скатов. Они подплывали к большой трубе, через которую ловили рыбку. Это было интересно посмотреть, потому что маленькие там подплывали, большие скаты, конечно же, стали звездой этого шоу, потому что они более красиво подхватывали эту рыбку и проглатывали. Сейчас идем на главное шоу. Для этого мы пришли в Ocean Area, где будет представление этих 35 минут.
Сейчас мы с Томой спешим уже на следующее шоу, но вкратце поделимся тем, что мы сейчас увидели. Во-первых, сейчас было самое большое шоу, 35 минут оно длилось и состояло из двух частей. В первой части мы увидели акробатов. Это были русскоязычные ребята, мы удивлены были тем, что их увидели. Знаете, такая темнота, включается свет, и бац, и перед вами практически знакомые лица. Да, а во второй части шоу уже были дельфины, были котики, морские львы. В общем, очень интересно. Рекомендуем всем обязательно посетить именно это главное шоу. Ну а мы спешим на следующее. 쿠키에 초콜릿칩이 검은색 초콜릿칩이 박혀있는 그런 모습이 연상된다고 하여 초콜릿칩 불가사리라고 하는 이름이 붙은 친구입니다. 숟가락으로 떠서 입에 넣고 냠냠냠 씹어서 먹죠. 근데 이 불가사리는 친구들이랑 다르게 먹어요. 자, 불가사리는 입에서 Сейчас подошли к небольшому бассейну, где стоит сотрудник океанариума и достает оттуда морские звезды, ракушки. Также можно и самим их потрогать на ощупь. Но мы не стали этого делать, потому что много детишек, не протолкнуться и бежим на следующее шоу. И прежде чем вы увидите следующее шоу, я хочу пару слов о нем рассказать. Это представление называется «Утро ныряльщицы Хэньо». Хэньо – это женщины на острове Чеджу, которые добывают здесь моллюсков, различных млекопитающих. Они ныряют с маской очень глубоко в воду, без акваланга, на глубину до 30 метров и добывают там, как я уже говорил, моллюсков или каких-то млекопитающих. Они называются хэньо. Обычно это женщины, которым за 50 лет. И сейчас мы увидим представление, где женщины будут глубоко нырять в бассейн и показывать нам, как они добывают этих моллюсков. 가정을 지키고 제주하는 제주. 오늘 이 시간에는 이러한 제주 필요에 대해 알아보는 시간을 갖도록 합니다. Проходила в аквариуме, в котором мы уже с вами были, наблюдали скатов, а теперь наблюдали, как эти женщины хэньо спускались глубоко вниз, открывали некую ракушку и потом уже махали всем зрителям и поднимались наверх. То есть представление небольшое, может быть не такое какое-то красочное, интересное. 우리 친구들 수영 굉장히 잘하잖아요. 혹시 우리 친구들 수영할 때 여기서 나오는 공기방울을 보셨나요? 그냥 워낙 좋은 게 마신 주례할때랑 하얀들랑 가져갑서 지금까지 아쿠아리스트 최나연이었습니다. 감사합니다. Сейчас посмотрели небольшое представление, как кормят выдр. Подбрасывали корм, они его ловили, иногда этот корм подбрасывали прямо в воду, и мы смотрели, как эти выдры ныряют. У нас осталось еще два шоу. Это шоу пингвинов, которое будет буквально через 10 минут. И рядышком будет шоу летающих пингвинов в этом аквариуме. 아프리카 백인
그리고 그 옆에 우리들과 분홍빛을 띠고 있는 이 친구가 아메리카 페루와 칠레지역에서 온 홈볼트 펭귄 친구입니다. Смотрели, как кормят пингвинов, а сейчас будем смотреть, как они улетают у нас над головой. На этом программа представлений в океанариуме закончена. Мы с вами посмотрели все шоу, а теперь будем просто гулять и наслаждаться красотой вокруг. Смотрим на забавных тюленей. Я не знала, что не бывает таких многочисленных расцветок. Какие-то более темные, какие-то более светлые, но они весьма-весьма забавные. Помимо того, что можно посмотреть на пингвинов через стекло, можно также залезть в небольшой конусообразный цилиндр и увидеть их гораздо ближе здесь. Так сказать, ощутить себя в этой стае. Помимо того, что этот океанариум один из самых крупных в Азии, так еще на его постройку ушло порядка 10 миллиардов долларов. Он сам поделен на несколько тематических зон, проходят различные шоу-программы, а также в этом океанариуме более 5000 морских обитателей. Увидели бурундука, кстати, мы не знали, что на английском бурундук в переводе Чип-Мунк. Получается, Чип и Дейл это были не простые имена, а обозначали, что, ну, по крайней мере, первый обозначал, что он бурундук.
представляете, мы сейчас увидели огромную тигровую акулу. Вы видели, сколько у нее зубов, несколько рядов. И самое удивительное, она плавает в одном аквариуме с черепахой. Закончили просмотр морских обитателей в океанариуме. Что сказать, это было потрясающе. Один из лучших океанариумов в нашей жизни. А мой так и вообще первый, потому что это первый океанариум, который я посетил в жизни. Надо еще сказать пару слов о том, как мы спланировали наш поход сюда, потому что мы сделали все очень грамотно. Первые 2 часа мы потратили на то, чтобы смотреть шоу-программы в различных павильонах, а уже потом, когда люди потихоньку стали выходить, мы стали с самого начала гулять, смотреть весь океанариум, его обитателей, уже спокойно прогуливаясь. Не было никаких очередей, спокойно смотрели их, любовались, наслаждались тем, что мы видим. В общей сложности мы провели здесь 3,5 часа. И надо сказать, что можно там провести даже еще больше времени, если досконально изучать все локации. Еще одна важная деталь, которую мы обещали вам рассказать, это билеты, точнее их стоимость. Мы купили их в 2 раза дешевле, чем продают на кассе. Заходите в Google, выбираете вкладку «Билеты», и там выходит список агрегаторов со стоимостью билетов. Мы выбрали самые дешевые, не знали, получится, не получится, пропустит нас или нет. Но все получилось, поэтому пользуйтесь этим лайфхаком. И еще одна важная деталь, то, что нужно заходить именно через ноутбук, потому что когда вы заходите через мобильное приложение, необходимо регистрироваться, иметь местный телефон. Через ноутбук этого ничего не нужно. Однозначно рекомендуем данный океанариум к посещению. Пользуйтесь нашим лайфхаком. А если остались какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Совсем скоро увидимся, друзья. Всем пока. Всем пока. До новых встреч.